Что ж, если ты делаешь только Reels, то ты теряешь 80% своих охватов. Сейчас, в 2025 году, важны не только Reels, но и эти две главные вещи, о которых я сегодня буду тебе рассказывать. Меня зовут Диана, и я архитектор интеллектуального лайфстайла. Веду свой лайфстайл-блог, на меня ежедневно подписываются вот такое количество людей. Да, мой блог стабильно растет по 700 человек в месяц, и я считаю, это органически приятный прирост, потому что все, что мы имеем с роликов миллионников, либо еще с чего-то, это портит наш блог, во-первых, а во-вторых, это прирост просто людей, которые любят скроллить ленту, и это не те люди, которые будут покупать, это не те люди, которые будут постоянно смотреть тебя, давать тебе свой фидбэк. То есть я считаю, что лучше прирост по 700, по 1000 человек в месяц, нежели на тебя хапом подпишутся 20 тысяч человек бесполезной аудитории, которые не знают ни кто ты, ни что ты, а просто один какой-то залетевший рилс случайно. Лучше органически, системно, чтобы люди видели тебя, чтобы ты попадался в рекомендациях, и тогда все будет классно. Собственно, я веду свой лайфстайл-блог, мне постоянно пишут вот такие сообщения, и людям действительно нравится, что я делаю, им приятно меня читать, вам не видят умного, мудрого человека, да, не какую-то девочку, которая там просто ля-ля-ля пляшет, танцует. Нет, это действительно интеллектуальный лайфстайл, которому я готова тебя обучать. И в конце апреля у нас будет старт запуска моего продукта, который я сейчас готовлю. И, честно, очень трепетно, потому что я хочу передать все свои знания, и это не будет вот, создавай 3 рилса, еще что-то, нет. Я хочу именно сделать такой курс, в котором человек сможет максимально раскрыться, понять себя, понять, чего он хочет, понять, каким он может быть в блоге, что он хочет рассказывать, то есть полностью поднять все нутро, наверное, я бы сказала, даже будет частичка какой-то психологии, да, потому что это неотъемлемая часть, и самое главное, чего я научу тебя, это тому, как быть в блоге таким, каким ты есть на самом деле, да, потому что очень тяжело людям действительно открываться и показываться в блоге именно такой, какой ты есть, именно со своим нутром, именно со своими приколюхами, потому что ты начинаешь думать, что вот, это все людям не нравится, да, нифига подобного, все им нравится, ты классный и прекрасный. И сегодня я дам тебе 2 вещи, которые помогут помимо Reels развить свой блог. Поехали. Начнем с того, что Reels – это базовая система продвижения в Instagram, которую, как ты, начинающий блогер, будешь делать. Да, без Reels мы никуда не уйдем, они нужны, люди смотрят. Reels сейчас увеличили до 3 минут, соответственно, ты можешь делать не только 15 секунд для какие-то ролики, но и целые 3 минуты. Если тебе нравится больше рассказывать, это, конечно, тяжело пока Инстаграму, потому что не все привыкли, как в Ютубе, слушать долгие ролики, но если ты классный оратор, то тебе там будет самое место, и 3-минутные ролики будут на ура у тебя заходить. Плюс ко всему, я уже замечаю такую тенденцию, что люди устают от рилсов, они устают просто листать эти видео, им иногда хочется полистать что-то другое. Именно об этом сейчас тебе расскажу. Соответственно, помимо рилсов у нас с вами есть посты. Раньше, давайте расскажу чуть-чуть коротенько тогда. Раньше у нас были только посты, у нас не было видео. Все выкладывали посты, потом появились сторисы, потом посты, сторисы, вот так вот как-то оно все вместе. Потом какое-то типа лайва появилось, чтобы видео можно было делать, появились рилсы. И, собственно, сейчас 3 основные вещи. Это Reels, это посты и это сторисы. Сторисы, я считаю, что очень важная вещь, несмотря на то, что сейчас говорят, что сторисы уйдут, они просто переместятся, и все, ничего страшного не будет. Есть процент людей, которые безумно обожают формат сторис, и от него я считаю, что не стоит отказываться, потому что в любом случае это самый близкий контакт с людьми, как и если вы переводите людей в Телеграм. Поэтому сторисы мы ведем классно, легко и просто. На своих курсах я этому обучаю. Если тебе интересен курс, ты можешь уже заходить в Телеграм и там записываться, либо писать мне в личное, что я хочу. Вот, сам старт курса будет в конце апреля, возможно, даже раньше, но и в любом случае в телеграм-канале я обо всем расскажу, потому что сейчас дорабатываю некоторые моменты и посмотрим, как быстро я их смогу сделать, потому что я делаю все сама, веду сама свой инстаграм, веду сама свой ютуб, то есть везде все сама, везде одна, у меня помощников нет, к сожалению, или к счастью, пока не знаю. Соответственно, если тебе это интересно, переходи в мой телеграм-канал, ссылка будет в описании. То есть у нас есть сторисы, которые я сказала, что нужно вести. У нас есть посты, которые в одно время были очень популярны, но потом на них забили все фиг и стали делать рилсы, потому что рилсы очень сильно поперли, все начали стараться монтировать, кто-то за эстетику, кто-то за какие-то там шрифты, еще что-то, синематика, да. Сейчас у нас возвращается что? Во-первых, у нас возвращаются посты. Популярность постов и сам Инстаграм, он их начинает продвигать даже больше порой, чем рилсы. И у нас в рилсы возвращается
такой формат, знаете, больше жизненный, не когда ты вот это вот все синематично снимаешь, не когда там все вот это вот измерено, то есть условно я могу сейчас поднять свою руку, снять видео о том, что я снимаю вам видео и поделиться в этом в рилсах. Я могу, не знаю, там готовить что-то, просто захотелось мне рассказать, беру, рассказываю. То есть максимальный лайв сейчас уходит от какой-то суперэкспертности, сейчас уходит от того, что нужно как-то обязательно выстраивать кадр. Все хотят показывать больше реальный, соответственно, лайфстайл, он очень важен, и я буду всех этому обучать. Вот, потому что я очень люблю лайфстайл, я не люблю эту экспертную нудятину, я люблю именно вот межсобойчик. Поболтать, все классно, все прекрасно. А не вот это, ты должен делать то-то. Делай так, как тебе кайфово. И все. К чему я все вела? К тому, что помимо того, что у нас возвращается в рилсы лайф, полный прям такой, у нас возвращаются и посты. Но посты возвращаются не просто, что ты выложил фотку, описал описание какое-то под видео и все. Нет. Посты у нас возвращаются в таком формате, что ты делаешь несколько фоток, то есть каруселька там доступна несколько. Знаете, если вы смотрите ТикТок, то в ТикТоке такая штука тоже есть. Соответственно, карусель, на которой вы рассказываете историю. То есть, если раньше мы в постах могли выкладывать просто несколько фоток, и люди пролистывали, то сейчас ты на каждой фотке пишешь, здесь будет пример, ты просто пишешь какую-то историю. Я вот делала пост последний, как раз я сейчас, который показываю, о моей жизни в японском таком или какой-то стиле аниме. Я все время путаю, будет тоже вот здесь вот название написано. И я рассказала свою историю жизни. Соответственно, стиль популярный, история жизни классная, людям интересно читать, получила вот столько комментариев и столько просмотров. Как бы постик выложила только недавно. Для примера могу вам показать сейчас свои 2 поста, вот этих вот, которые набрали по 40 тысяч, по-моему, по 18 тысяч, сейчас уже не помню, увижу, когда буду монтировать. Набрали достаточно большое количество просмотров. Почему посты набирают большое количество просмотров? Потому что сейчас Инстаграм, вот эти посты-карусельки, в котором вы обязательно наверху ставите музыку, он их помещает в раздел с рилсами. И, соответственно, человек, когда листает рилсики вот эти вот, да, ему попадаются и вот такие карусельки, и он такой, ага, опа, пошел листать в другую сторону. То есть не только вот так делаем, теперь делаем еще и вот так. Это очень популярно. Многие еще пока не поняли, что это важно. Надеюсь, что ты этот ролик смотришь прямо сейчас. Сейчас у нас апрель 2025 года. И ты активно развиваешь свои карусельки. Мне даются карусельки тяжело, потому что мне больше про поболтать. Но если ты человек, который вообще прям с камерой не очень хочет как-то дружить, то карусельки, я считаю, вообще классно. Там могут быть видюшки, там могут быть просто фотографии, там могут быть лайфхаки какие-то, там может быть первая фотка, а потом тупо белый фон с каким-нибудь, допустим, 5 ошибок, да. Сначала ваша фотка, написано 5 ошибок, и дальше просто на белом фоне ошибка номер 1, ошибка номер 2, ошибка номер 3 и так далее. Все, то есть по факту от вас ничего не нужно, копипаст, я не знаю, там где-нибудь писали в заметках, все готово, все классно. Приложения, в которых я делаю карусельки, я оставлю в описании. Также, если берете ко мне в мой телеграм-канал, там будет мини-шпаргалочка обо всем о том, о чем мы сегодня говорили. Так странно прозвучало. Короче, все, что я сегодня вам рассказываю, будет в этой шпаргалочке. Как создавать карусели, какие нужно использовать приемы. Коротко про карусель. Что мы в карусели с вами делаем? У нас есть несколько фотографий. Первая фотография у нас с заголовком, который бы человека привлек. Соответственно, желательно что-то либо с эмоциями, либо какое-то триггерное, в зависимости от того, как вам удобно. Но в целом сейчас и не сильно триггерное тоже заходит. Дальше мы с вами, например, рассказываем историю, возьмем меня, что мой день в Праге, к примеру. Соответственно, эти карусельки будут идти у меня, допустим, по часам. То есть в 7 утра фотография, там, не знаю, как я встала и подумала о том-то, о том-то. Следующий слайд. Решила пойти туда-то, туда-то. Следующий слайд. Вот я на выставке, что я поняла, следующий слайд, где эта выставка находится, какие там цены. И то есть ты как бы рассказываешь и историю, и даешь полезную какую-то информацию человеку, он это сохраняет, он это пересылает, это работает ровно так же, как работают рилсы, и, соответственно, ты из этой карусели вообще, по идее, можешь всю эту информацию просто пересказать и сделать в видео формате рилсик, и выложить. Либо рассказать о том, что, ребята, вот сегодня была там-то, 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 полностью об этом рассказала в своем посте. Все. Человек из рилса переходит в пост, из поста ему станет интересно, потому что ты можешь там отсылку сделать на сторисы, к примеру, либо на актуальное. И вот так вот человек полностью начинает проживать твою жизнь, ему становится классно и прекрасно. Поэтому первая вещь, которую ты упускаешь, если ты ее упускаешь, то это посты в виде каруселек. Обязательно используем наравне с рилсами. Переходим ко второй вещи.
Вторая вещь, это вообще моя любовь, это подобие Твиттера. Твиттером я никогда не пользовалась, и Твиттер мне никогда не нравился. Да, ты наверняка слышал о таком приложении, которое называется Threads. Threads идет от Instagram. И в декабре, когда я только заходила туда, там вообще не было блогеров. Сейчас у нас апрель, и, конечно, блогеров там поприбавилось. Там стали подкручивать алгоритмы, да, и уже просто так на каких-то своих тупо мыслях сложно выехать, можно, но сложно. Нужно добавлять какое-то вовлечение. Как работает вообще Threads? Суть в том, что ты заходишь в Threads, ты пишешь свою какую-то мысль, я не знаю. Я сегодня пошла к стоматологу, и стоматолог с меня содрал 3000 евро. Как считаете, дорого? Все. Потом, я не знаю, я сегодня умылась и поняла то-то. Я сегодня была на выставке, фотки выставки. То есть ты там просто, это как заметки. Я его использую вообще как заметки. Знаете, если я потом через год решу узнать, что было в моей жизни, я просто пойду туда. Любые мысли вообще. Все, что идет к вам в голову, изначально просто приучите себя все туда писать. Если вы эксперт и хотите там продвигаться как эксперт, то, соответственно, каждая ваша мысль, как бы это ни звучало, должна быть связана косвенно хотя бы с темой вашей экспертности. Например, если вы стоматолог, то вы будете задавать какие-то вопросы касательно стоматологии. А часто вы ли чистите зубы? Блин, я сегодня чистила зубы и поняла то-то, то-то. Ирригатор сломался, купила себе вот такой. Ребятки, каким пользуетесь вы? То есть там прям максимальное взаимодействие, как люди видят ваши Threads. Это вообще рандомная вещь на базе интересов других людей, им будут советоваться разные Threads. Это могут быть по вашей геолокации, это могут быть по вашей теме, то есть это может быть абсолютно по чему угодно. У вас, получается, есть несколько вкладочек, там, где абсолютная лента рекомендаций, будут также ваши друзья, у вас, скорее всего, там уже будут подписчики, если кто-то есть у вас в Инстаграме в подписчиках, потому что как бы такая смежная вещь. Вот, у вас будут лайки, комментарии, и у вас будет, собственно, ваша лента, ваши ветки, которые, на которые вы будете отвечать людям, если вас будут писать комментарии, а их будут писать, потому что люди там активные, добрые, не злые, хейтеров я пока там не встречала, хейтеры у нас все сидят в Ютубе, здравствуйте, хейтеры, да, если вы смотрите, в Инстаграме тоже все достаточно злые хейтеры, а вот в Threads пока хейтеров я не встречала. И самая главная фишка Threads в том, что с Threads подписываются на Инстаграм, с Threads подписываются на Телеграм. Поэтому Threads это классная платформа сейчас для продвижения. Но, пожалуйста, не нужно вот этих вот наигранных всяких фраз. Будьте собой, Threads пока что пока что любят за то, что есть вы. Делитесь своей жизнью. Конечно, тема отношений, денег, внешности и всего вот этого прочего, она и там тоже будет популярна. Вопрос в том, насколько вы классны. Рекомендую я писать по 10-15 трецов в день. Это несложно, это 15 предложений. Одно предложение, там 5 слов, к примеру. Сделайте опрос. У меня был недавно опрос, вы мужчина или женщина. Либо у меня был недавно опрос, который собрал вот 60 тысяч или сколько уже, я не знаю, тысяч просмотров, о том, что я просто спросила, у кого-нибудь получилось купить квартиру без ипотеки и кредита. И вот столько комментариев мне, собственно, написали. Поэтому это отличная площадка для того, чтобы начинать свое продвижение, особенно если вы новичок, если у вас еще как-то активно не развита страница в Инстаграм. Подытоживая, что в Threads'ах у нас? Кстати, в памятке это тоже будет. Обязательно. Памятка, которую вы возьмете в Телеграм-канале, там будет как вести Threads, какие основные вещи есть, как делать карусели. Также я приложу вам там комбинацию шрифтов, потому что я вижу, что очень форсится в интернетах вот эта вот тема, что используй такие шрифты. Насрать на шрифты. Я говорила это в прошлом видео, я скажу это в этом видео, что, пожалуйста, выберите 2 нормальных шрифта. Почему я против тех шрифтов, которые сейчас очень сильно форсят в интернете? Потому что чем больше форсится тот или иной шрифт, тем больше людей его используют. Форсится — это распространяется, да, то есть больше людям говорят об этом шрифте. Тем больше людей используют этот шрифт, и он уже не становится уникальным. Ну, представьте, человек рассказал про какой-то шрифт, это видео посмотрело 1 000 000 человек, ну и окей, ладно, не весь 1 000 000, но хотя бы добрая половина из них начнет использовать этот шрифт. Он будет уникальным? Нет. Поэтому, пожалуйста, выберите адекватные шрифты, которые вам нравятся, которые читабельные. Один пожирнее, другой поменьше, который для заголовка, для подзаголовка. Все шрифты эти я оставлю у себя в Телеграм-канале, там будет PDF-документ, памятка о том, какие вещи сейчас хорошо идут в Инстаграме, что вам поможет.
Также я укажу там все приложения, которые я использую для карусели, чтобы создавать фотографии было удобно, потому что, знаете, это не самое удобное, так сел и сделал. Нет, мне не нравятся шрифты в некоторых приложениях. Соответственно, будут программы, в которых можно будет делать карусели. Threads, ну, дам описание, конечно же, что с ними делать нужно. Суть в том, что и Threads, и карусели, они вам помогут. Шрифты вам помогут не думать над тем, какой же мне шрифт использовать. Это будет просто ваша базовая комбинация, которую вы также можете использовать и в рилсах, что вам упростит абсолютно все. То есть вы выбрали себе два шрифта, один главный, один подглавный, вот, и вы используете их как в Инстаграме для вложек, так и в своей ленте, и вы можете рилсы размещать у себя чисто в ленте, вы можете рилсы не размещать в ленте, оставить их в рилс папочке, так сказать, да, и у вас будут просто карусели. Помимо карусели вы можете, конечно же, укладывать просто фотографии с собой, да, с тем, что у вас есть вокруг, не обязательно там что-то писать. То есть написание – это просто увлечение удержанием, потому что когда человек начинает листать, читать, это удерживается, и, соответственно, как бы Инстаграм начинает показывать твой ролик. Пост. Вот. Но и Reels, и посты, и сторис, и Threads – это все очень-очень помогает. Не нужно думать, что сейчас только рилсы идут хорошо, сейчас очень хорошо идут, правда, карусель? Действительно. Я вижу, что у многих блогеров начали проседать охваты в рилсах и увеличиваться охваты в постах. И я вижу, что сейчас делают очень много таких постов, по крайней мере, начинают делать. И, пожалуйста, используй эту фишку, и ты действительно вырастешь в своих просмотрах. Да, почему ты вырастешь? Потому что люди будут видеть твою глубину. Они будут видеть, как ты мыслишь, как ты пишешь. Потому что в Инстаграм все равно сложно излагать какие-то свои такие мысли. А когда ты в Threads'ах начинаешь писать, то там люди на люди идут, да? Типа человек на человека приходит. И, соответственно, с Threads'ов своих мыслей придут к тебе в Инстаграм. Они будут смотреть твои сторис. Это реально самая лояльная аудитория, которая может быть, потому что вот эти видео-миллионники, они нахрен тебе не нужны. Во-первых, они портят всю твою статистику, потому что у тебя один ролик-миллионник, например, с которого, давайте вот для примера. Вот у меня ролик 2,5 миллиона. С него пришло 270 человек, по-моему. Это ролик 50 тысяч просмотров, с него пришло 900 человек. Понимаешь, неважно, вот эти вот миллионные, они, вообще, они незначимы, потому что это просто люди что-то посмотрели, переслали, пользы от них мало. За редким исключением бывают миллионники с действительно пользой, когда с них кто-то подписывается. Сейчас вообще большинство блогеров такие миллионники архивируют, потому что они действительно портят статистику. И Инстаграм уже начинает какую-то творить полную дичь. Поэтому делай то, как ты считаешь нужным. Подписывайся на меня везде. Я скоро буду делать свои курсы, и ты сможешь спокойно принять в них участие. Коротко скажу тебе о том, что там будут просто курсы, которые ты сможешь приобрести всегда, если ты хочешь сам развиваться. Там будут курсы на 2 недели, которые ты сможешь именно с чатом поддержки проходить. И будет тот же самый курс, который будет длиться месяц, но с моим полным наставничеством, где буду проверять, какие ты сторис выложил, что подправить, какие ты ролики выложил. Подскажу, как шрифт поменять, как монтаж поменять, как карусель улучшить, как визуал улучшить, шапки. Короче, там будет абсолютно все. Также там будет и психологическая часть. Если тебе интересно, какие там будут блоки, подблоки, обязательно переходи ко мне в телеграм-канал. Я сегодня-завтра распишу там полностью эти блоки, потому что планирую уже людям давать знать. Пока вы первые, кто знает о том, что я буду делать запуск своего курса. Он и про лайфстайл, он и про раскрытие личности, и про фишки монтажа, и про заметки лайфстайл-блогера. То есть там будет несколько разных видов курсов, которые ты сможешь подобрать именно под себя. Я уверена, что у тебя все получится. 2025 год – это год, когда нужно заводить Инстаграм, нужно начинать его вести, потому что за этим будущее. Правда, без этого уже никуда. Это как телефон, да. Не обязательно в Инстаграме смотреть рилсы чужие. Это не нужно делать. Веди свою социальную сеть, рассказывай, как ты хочешь рассказывать, повествуй, как ты хочешь повествовать, и люди на тебя придут. Я уверена в этом на 100%. Люди тянутся к людям. Тебе спасибо большое за просмотр. Ставь лайк, пиши комментарии, знал ли ты об этих фишечках, пользуешься ли ты Threads, пишешь ли ты карусели. И я буду тебе рада, если ты останешься со мной и подпишешься на меня в Инстаграм, в Телеграм и в Ютубе. Всем пока!